Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Отдельное спасибо девочкам за комментарии, девочкам, мальчикам. Спасибо. Все читаю, пытаюсь вовремя отвечать. Спасибо. Иногда физически не успеваю. Мне очень интересны ваши комментарии. Много житейской мудрости в них. Спасибо вам. Недавно написал мне мужчина. Спасибо ему тоже отдельное за то, что он смотрит мои видео. Попросил сделать расклад, если я правильно помню, расклад звучит мысли моей бывшей. Мысли, эмоции, можно посмотреть, да? Так как большинство у меня смотрят девочки, поэтому вы уже извините, но в основном это будет звучать так расклад. Мысли, эмоции моего бывшего. Да, может быть, это будет интересно девочкам. И, соответственно, переворачивайте, пожалуйста, адаптируйте этот расклад под себя. Может также посмотреть мысли, перевернуть и мысли, эмоции бывшей. Для начала я делаю сигнификацию, наверное, собственно, как личности, да, буду делать человека, вот, мужчины бывшего. Девочки, вы загадывайте, пожалуйста, своего бывшего. Если сейчас резонирует, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Мужчина замечательный. Если интересен этот расклад, значит, загадывайте личность, вот эту прекрасную личность, женщину, бывшую. И будем, соответственно, потом, если срезонирует, смотреть ее мысли по поводу вас и также эмоции к вам. Так. А я смотрю, какой мужчина бывший, да? Какой он? Какой он? Покажите мне бывшего. Какой он? Что-то тут горе горькое. Угу. Интересно. Вот, конечно, я язва язвенная, да, но почему-то мне вот так вот хотелось прочитать. Знаете, человек очень сильно хотел свободы, где-то хотел, может быть, даже тут по этой карте павлин. Характеристика на человека, человек, который привык где-то пускать пыль в глаза, где-то, если это на женщину, конечно, то это такой вариант: я одену все лучшее сразу, да, но не обязательно. Человеку очень важно одобрение социума, восхищение. Тут вот восхищенные взгляды эти ловить, это вот человек подпитывается этим. Тут по поводу того, что свободолюбивый, знаете, тут есть закономерность, потому что как правило, вот, павлин, да, я больше, конечно, буду сейчас характеристика как на мужчину делать, да, вот смотрите, павлин. Этому мужчине очень важно подчеркнуть где-то то, что он может себе позволить, атрибуты какой-то роскоши, это там, уж не знаю, какая-то марка машины, какая-то недвижимость, у кого-то элементарно посещение каких-то дорогих там клубы, какие-то, может быть, рестораны какие-то необычные, там, кафешки, забегаловки, нет, тут какое-то такое, то ли пятизвездочные отели, какой-то вот отдых такой. Тут вот, даже если это не совсем ему по карману, вот тут важно вот где-то себя ассоциировать, вот, что там сливки общества, ну вот как будто бы я могу это себе позволить. Тут такое. Если это на женщину, да, смотрят мужчины, то это опять-таки девочка, которая кто-то гонится за модой, кто-то тут следит за собой, тут вообще вот красотка неимоверная, тут не обязательно идеальные черты, тут женщина будет косметологов посещать, как-то вот тут опять-таки, может быть, какая-то брендовая одежда, может быть, да, подчеркнуто, вот я могу себе это позволить, и то, и то, и то. И неизменно нужно таким людям в обществе, в социуме быть. В четырех стенах их не закроешь, они там захереют, зачахнут, ну, как бы вообще, и вам
плешь проедят, мозг вы ложечкой, да, съедят, и им же фигово будет. Ну, правда, тут свобода, свободолюбивая части, вот, потому что, ну, нужно где-то выгулять, платьюшко, показать новую, там, уж не знаю, что там у них там, новые какие-то приобретения, побаловать себя. Но вот я всегда подчеркиваю по этой карте, вот то ли это женщина, то ли это мужчина, неважно, кто это вышел, ну, кто из вас кого загадывает. Но павлин всегда подчеркиваю, есть же обратная сторона этой медали, да, то есть павлин, он к нам поворачивается, как правило, это красивым этим оперением показывает все это сияние, блеск, шик, но это очень печальное зрелище сзади увидеть этого павлина. Тут тоже характеристика человека, что он скрывает очень много. Это человек, у которого много тайн, недоговоренностей, причем таких каких-то таких нюансов. То есть вплоть до того, что пыль человек может в глаза пускать, а там какие-то кредиты, какие-то задолженности, какие-то там бегают за ним эти кредиторы, пытаются у него выбить эти долги. Как пример просто привожу. Опять-таки, не совсем, не всегда честным путем это человек наживает. И вот эти какие-то финансы, может быть, да, вот тут такое. Так, ну вот, я почему-то просто еще сказала, что вот как будто бы этот человек, он старался всячески эту какую-то свободу, может быть, как проявлять, демонстрировать, где-то так прямо, может, стремился к тому, чтобы блистать в обществе, мне так идет. Но по большому счету, как будто бы тут, вот смотрите, он к этому шел, но это по факту, если вы там разошлись, если вы были с ним, с этим бывшим, да, в связке, вместе там проживали, встречались там, то сейчас как-то карта депрессии, и человеку очень не хватает поддержки, тепла, обычного человеческого тепла, какой-то дружеской поддержки, может быть, как тут даже не сколько любовная сфера, может быть, человек чувствует себя, вот в данном случае мы мужчину говорим, одиноким. Одиноким, знаете, это в каком плане? Может быть, столкнулся с какими-то проявлениями в людях, в окружающих. Раньше он, может быть, по-другому смотрел на взаимоотношения людей. Раньше воспринимал как должное, если рядом был какой-то друг, человек, который готов был всегда подставить это плечо, прийти на помощь, даже элементарно выслушать. Тут такое вот, мне так это читается. И какая-то вот эта вот ситуация, вот больше всего его, как будто бы ему плохо и обидно, и больно, потому что он не может к какому-то человеку обратиться сейчас как к другу. Ну вот как-то так. Может быть, какие-то были с его стороны поступки или какое-то проявление такое, знаете, обесценивающее, или какой-то такой скользкие какие-то моменты, что сейчас он даже не может то ли вернуть вот эту вот какую-то искреннюю дружбу этого человека, то ли заново вот как-то начать что-то. Тут как-то тут как-то утеряно доверие. Может быть, повторюсь еще раз, как обесценена та самая дружба, в которой он сейчас так нуждается. Показано, что рядом с ним мало этих людей. Тут пришло осознание того, что этих людей вообще как будто бы и нет. Те, которые к нему там как-то искренне, по-доброму относятся. Может быть, в окружении есть те, которые восхищаются, но там могут там комплиментов наговорить, могут там улыбаться и рассказывать, какой ты прекрасный, замечательный или замечательная. Но тут же отвернуться, да, и гадости сказать, какие-то сплетни, а в лучшем случае просто отвернуться, каждый живет своей жизнью, у каждого свои проблемы, и все там повосхищались там 5-10 минут, да, вот там какая-то, уж не знаю, там обновка или там какая-то брендовая одежда, еще что-нибудь вот там, или кто-то вот, допустим, этот товарищ вот похвастался там каким-то отдыхом, уже не знаю, все там повосхищались, кто-то позавидовал, ну все, время прошло, все развернулись, у каждого своя жизнь, все, он нафиг никому не нужен, ну извините, так некрасиво сказала, в том плане, что тут нуждается в чистых каких-то, знаете, в какой-то чистой дружбе, в
проявлениях, каких-то эмоциях таких. Ой, из-за этого человека, вот именно из-за этого карта депрессия, тут может быть, ну, не обязательно там прям клиническая депрессия, может быть, вот по этой карте, как человеку периодически хочется уже вот как в коконе закрыться и, может быть, не подпускать к себе никого. Потому что какое-то пришло, разуверился чуть-чуть. Ну, странно, к чему бы это, да, в людях. И тут вот первая карта, не могу понять, какие-то слезки, тут как ребеночек плачет. Так, это он так проигрывается, этот мужчина. Он... в чем это? Ну бумеранги, все, чего стоило ожидать. Тут у человека реально бумеранги, пришло осознание за его какие-то поступки, за его по карте шабаш, тут где-то, знаете, как вот понесло, может быть, где-то... Первая карта, это по карте всадник, может быть, человек... знаете, искал этой яркости жизни во всех ее проявлениях, да, назовем это так. Не хочу тут ни клеймо ни на кого ставить, не хочу тут притягивать за уши, но мне эта карта очень часто выходит. Если на мужчину, то это человек, который, ну, как правило, ищет где-то, даже не то, что связи на стороне, он яркость этой жизни ищет. Он ищет, может быть, флирта, общения, где-то девушек, которые начистят ему корону, где-то восхищенные эти взгляды, где-то самоутверждается даже за счет вот случайных встреч, может быть, какую-то там как легкость бытия. Вот это вот человеку нужно. Может быть, если в совместной жизни проживает, да, то на сторону тянет тут даже... Тут не любви ему хочется. Ему хочется от бытовухи вот этой вот, от какой-то рутины избавиться. Вот я же говорю, ну тут по-другому не скажешь. Приключений на пятую точку человеку хочется и свежего воздуха. Вот это вот все сюда. Так вот показано, что он к этому человек стремился. Но если это вы на женщину смотрите, то то же самое. Ну, может быть, задыхалась дамочка в ваших взаимоотношениях. Но не факт. Ну, извините, не хочу быть жесткой, жестокой. Но просто перевожу эмоции женщины, вполне возможно, в ваших отношениях или в принципе у нее какой-то период мог быть. Ей стало плохо, ей хотелось разнообразия, ей хотелось сменить декорации, ей захотелось, допустим, свободы, яркости жизни, наполнения, вектор развития своего поменять. Показано, что человек столкнулся с какими-то, может быть, даже, она, может, и не ожидала, что такое будет, это еще не финал, понятно, но вот сейчас какое-то развитие событий, она, этот человек или он не готов были к такому развитию. И сейчас вот точно в бумеранге по карте шабаш за какие-то проявления, за какое-то поведение, за какие-то даже, может быть, знаете, тут какие-то поступки могут быть такие, поступки эмоциональные, даже не очень они как бы головой, можно сказать, человек не сильно хорошо подумал головой, вот если можно так сказать, не очень рациональные они, да, вот больше как на эмоциях, какое-то вот такое желание, может где-то что-то вытворить, где-то вот свободу, дайте свободу, такое мне идет, ваше, не знаю. Ой. Что-то хотелось мне этот черный мой юмор, блудный попугай Кеша, да, тут такое, как будто человек хотел свободы, и что, точно как мультик вспоминаю, как когда этот Кеша, все, ухожу, свободу, а потом там не сложилось, там не совсем его, и что-то не так, и тут как будто бы человек, мягко говоря, задумался. Так, я даже не знаю, что еще, давайте какую-то еще, может быть, вы узнали этого человека. Так, на мужчину, как мужчина, смотрю, на мужчину. Какой он тут мужчина? Ага.
Ну, смотрите, особо тут не прояснилось, тут как будто подтверждение. У него сейчас какой-то период такой, где он даже молитва. Человек молится о подарках, о том, чтобы его жизнь изменилась в лучшую сторону. В том числе подарки, это, знаете, тут такой подтекст, как будто бы я этого заслуживаю. Это одежда, это то, что я хотела. А бесплодные молитвы какие-то. Вообще в голове мысли, блин, это какое-то проклятие. Что это такое, что творится вокруг? Тупик какой-то. И тут карта затмения. Эта карта считается так, когда вот как весь мир против себя, да, и ситуация должна была уже проясниться. По идее, вот, ну, черная полоса должна закончиться, тупик, да, какой-то, по идее, уже просвет какой-то должен быть виден, а тут все хуже и хуже. Ну, я так, правда, я так это ощущаю. Затмение, это вот точно такое выражение, там есть, тьма сгущается все больше и больше, или как будто бы наиболее темная мгла или тьма перед рассветом, да, но только этот рассвет все не наступает и не наступает, тут капец какой-то, правда, тут и состояние может быть по этой карте, тут депрессия, правда, страхи, переживания, и объективно как-то ему как будто показывает, ты вообще не туда идешь, ты что-то не туда свернул, ну, в общем, так. Не знаю, ваш, не ваш товарищ или дамочка, там, если мужчины смотрят. Ну, давайте попробуем. Теперь подумайте об этом человеке, да? Представьте глазки, улыбку. Ага, прежде чем представили, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Пожалуйста, это очень важно для меня. И ценно, и важно. И поставьте лайк. Спасибо. А сейчас... продолжаем, да? Так, вспомните глаза, улыбку, тембр голоса, может, походку, имя назовите. Так, и мы сейчас посмотрим мысли этого человека о вас. Ой, что-то так начала раскладывать. Ну, наверное, так надо. Мысли этого человека о вас. Ух тышка. Первая карта говорит, невозможно, то ли после каких-то проявлений по дьяволу, знаете, по дьяволу ну, тут что хочешь, может быть, вплоть до того, что тут ссоры, предательство, манипуляции, воровство, мол, какой-то, если мы говорим сейчас о мужчине, да, мог что-то такое вытворить, обесценивающее все какие-то чувства, обесценивающее отношение ваше к нему. По дьяволу какой-то мог вскрыться такой, ну, какой-то, прям мне не хочется даже это озвучивать, ну, какие-то двойные стандарты, опять скрытые мотивы какие-то в отношениях. Тут из какого-то могли быть какие-то, кстати, зависимости. И вот человек мог как под воздействием чего-то быть тоже, спровоцировать то ли скандал, то ли вот это за собой повлекло его подверженность каким-то зависимостям, тоже может сюда проиграться. Но по дьяволу еще хитрость, по дьяволу еще, кстати, страсть какая-то. Страсть роковая где-то, может быть, разрушительная страсть. Так, давайте я доложу. Тут как будто бы невозможно после вот этого вот дьявольского выступления, да, невозможно построить какие-то, знаете, как с нуля невозможно построить чистые отношения. Тут это как подарок небес, это карта мораль. Мы смотрим на вас, да, мы смотрим же мысли по поводу вас. Так вот человек говорит, что после того, что было, тут что токсичное, разрушительное, к сожалению, невозможно все зачеркнуть. И в идеале бы классно как начать с чистого листа. Вот тут, потому что это как посланники небес. Это как будто бы людям дают высшие силы шансы какие-то. Карта мораль. Это же не знаю. Сейчас я буду докладывать. Так, о чем?
А тут у кого-то может проиграться по дьяволу, не знаю, что-то я так посмотрела, какие-то сплетни по поводу огонь, какие-то там, может быть, сексуальные похождения, у кого-то могли быть сплетни, какие-то разговоры по поводу ну, какого-то не очень красивого поведения, может быть, за спиной у вас там, или в принципе. Ну, как, и это замок, тайна какая-то могла вскрыть. Сейчас я, короче, могли вскрыть эту тайну. И тут каким-то образом сплетни, в общем, не знаю. Если у кого-то какие-то там то ли интрижки на стороне, то ли связи какие-то, ну, это все по дьяволу сюда, то как будто бы это могли придать огласки. Ну, что-то такое. Не знаю, сколько там правды в этих сплетнях. Уже сплетня сама по себе карта такая. Ну, это как будто после того, что было, невозможно выстроить вот такие классные отношения, которые, по идее, могли бы быть. Мораль. Так, на вас же все-таки мысли по поводу вас. О чем это? Что это? О чем это, сестры? Так вот интересно, девочки. Все-таки я буду, ну, основная, повторюсь еще, основная публика у меня девочки. Тут человек, поэтому для девочек в основном рассказываю. Мужчина вполне возможно, так, ну извините, не очень красиво скажу, как будто бы где-то сравнивал, где-то, ну, имея опыт, да, богатый опыт. И по факту тут карта сестринства, как будто бы вы выигрышно выделяетесь на фоне, ну, остальных, скажем так. Потому что тут на вас карта мораль, чистые ладони, открытая. Как будто бы идет четкое различение, как это человек различает, оценивание вас. Тут в первую очередь как человека открытого, человек, который несет добро, свет, человек, который избегает каких-то, может, знаете, многоходовочек, каких-то подлости, предательства. Вот такой вот, как будто бы, ну, открытый, добрый. И есть противостояние, как будто бы сравнивает вас с другими, а у других как будто бы этих моральных качеств нет. Пока в моральном, да. Вообще у меня такое ощущение, как будто бы человек искал вот по карте радуга закрытие всех своих потребностей. Ему хотелось, может быть, в одном человеке это найти. А тут как-то так интересно. Тут как будто бы воздержание. Я даже... Ну, такое ощущение, как будто бы не нашел он то, что он искал. Как будто бы так вот. Что-то такое. Тут еще для этого человека очень важна материалка. Может быть, я не знаю, каким это образом оно сюда, не знаю, созвучно, но такое ощущение, как будто бы для человека материалка очень важна, но то ли ему важно было все в одном флаконе, чтобы, допустим, и у женщины какой-то был статус, там положение, чтобы материалка была на уровне. При этом хотелось бы, чтобы и тут все остальные какие-то запросы она его закрывала. Тут карта воздержания, как будто бы, может, что-то и подходит, но тут интим, что-то с интимом. С одной стороны, мог подвержен быть каким-то вот этим, да, увлечением на стороне, а с другой стороны, допустим, тут какая-то сексуальная привязанность, ну, увлечение есть, да, но девочка не соответствует по другим параметрам. А тут, где, допустим, параметры какие-то, извините, некрасиво сказала параметры, но правда, какие-то у него требования есть. Допустим, материалка все, допустим, стабильно, то тут как будто бы в плане интима что-то несовпадение, хотя все остальное тоже может удовлетворять. Тут как будто бы человек что-то выбирал,
и до конца таки не выбрал. Ну, карта лестница типа продолжает то ли выбирать, то ли в голове у него вот эти вот какие-то варианты. Мы же смотрим о вас мысли, то тут мысли вот, а она, вот тут вот эта карта, она так и читается. Это близнецовые пламена, это моя вторая половина, одна душа на двоих, это мой близнец. Тут идет высокая оценка вас опять-таки, и человек понимает, что с вами было вот это единение душ, ощущение, что она моя вторая половинка. Ну тут такое есть, по крайней мере, человек о вас так отзывается. Тут идет девочки, мальчики, кто смотрит, тут идет очень жесткое какое-то сравнение, вот так четко человек анализирует, в чем вы для него были. Не знаю, некрасиво, наверное, скажу. Даже не хочу так. Ну, как будто бы подходили ему, да. Какие потребности закрывали, а в чем кто-то другой был лучше. Ну, тут явно в вашу сторону как будто бы идет. Плюсы больше, бонусы на вашей стороне. Так, это мысли такие еще. Давайте еще парочку посмотрим. Так, а вас давайте на сексуальной, эротической колоде, да, дабы интереснее вам было. Еще мысли о вас, какие у вашего бывшего, вашей бывшей. Ох, дьяволица, опять дьявол на дьявола. О вас. Опять интересно. Но тут, в общем, смотрите, девочки, тут прям карта дьяволица. Где-то привлекаете, где-то стали, знаете, может быть, даже более привлекательным в плане даже сексуальном, чем раньше. Объясню почему. Потому что человек понимает, что вы твердо стоите на ногах, туз земли. Человек для серьезных, вы, женщина для серьезных взаимоотношений. У кого-то прошло прямо отзеркалили. Может быть, мужчина как-то там двойственно проявлялся, да, если раньше вы там могли прощать, закрывать глаза, что-то. А сейчас вы вполне возможно себя так повели как-то, ну, как ты со мной, так и я с тобой. Вот тут как-то так вот вы могли, ну, не то, что там отфутболить, но на место поставить. И четко рамочки, границы свои так озвучить, проставить, если можно сказать. То тут у человека прям накрывает, тут воспоминания какие-то пошли эротического характера. Причем показано сейчас у человека сексуально нет удовлетворения в плане, может какой-то есть партнер, но того самого, что ему нужно, нет. Вот эта карта, она так и читается. Человек, который не удовлетворен в сексуальном плане, где-то поэтому злой, вот такой вот какой-то. Это вообще считается еще как карта, часто такие тарологи читают, это как пациент психлечебницы, который там украл этот халат и на себя одел и убегает, да, по коридору, и тут уже включились сирены красные, и он надеется, что никто не заметит, да, что он, на самом деле он не пациент, а он этот доктор. Ну, абсурд всей этой ситуации это потому, что только ему кажется, что все нормально, что все под контролем. На самом деле все вокруг понимают, что он человек нездоров. Ну, и тут такой подтекст, как будто бы не то, что его потребности не закрываются, тут вообще капец какая-то, ну не какая-то, а огонь, это сексуальное удовлетворение, нет этого наполнения, нет. И под воды как будто бы четко человеку пришло осознание того, что я скучаю, я тут воспоминания меня накрывают. В том числе, ну тут женщина, видите, медитирует, назовем это так, да, и вспоминает там какие-то приятные моменты из прошлого. Ну вот как-то так. То есть даже думая о вас, человек где-то удовлетворяет себя. Ну, так, по-другому не скажу. Так, ладно, по туз воздуха. Как будто бы вот точки над «и» расставлены, что-то стало человеку ясно и понятно. В том числе стало ясно и понятно, что тут как будто бы жестче вы с ним себя ведете, с этим человеком, чем четче вы показываете свою ценность и нежелание где-то
ну, как-то жертвить, да, где-то прогибаться под него, под этого человека, по его правилам, вот какие он там навязывает игры играть. Тут как будто бы где вы живете своей жизнью, наполненной, спокойной, уравновешенной. Вы не показываете заинтересованности в нем. Тем больше у человека интерес к вам возникает, тем больше четче, яснее ему становится понятно, что так у вас и так все хорошо, и без него будет. И тут уже привлекательны вы становитесь, и более привлекательны. Угу. Тут как-то так идет. Так, это такие мысли. Ой, извините, может, чуть сумбурно рассказываю, потому что все-таки пытаюсь, но мужчина попросил же все-таки. Поэтому пытаюсь как бы и для мужчин, и для женщин рассказывать. Ну, вы уж переводите. Непривычно мне так рассказывать, конечно. Ладно, отмазки не принимаются. Так, давайте быстренько эмоции все-таки, да, глянем. Может быть, интересно будет кому-то. А эмоции к вам. Хотя там отчасти и так все ясно. Эмоции к вам какие? Ну, у вашего бывшего, у вашей бывшей. Эмоции к вам. А что это такое? Вот такие прям карты. Офигеть. Ой, бог ты мой, какие эмоции. Вы посмотрите, так вообще редко выпадает. Любовь была, но любовь, сердце разбито. Да, у меня были все шансы. Хорошо, читаем. Но тут прямо я по-другому не могу прочитать. Тут как будто бы, ну это же карта, сигнификация того человека, на которого мы смотрим. Вы помните, Павлин был? То тут как будто бы человек, эмоции. Он говорит, я прекрасно понимаю, что где-то из-за моей гордыни, эгоизма, где-то моего желания вот этот яркости этой жизни любыми способами достичь, я приобрел что? Я приобрел по факту у меня по Луне туман, неопределенность, у кого-то опять еще какие-то зависимости сюда же. И в отношении вас эмоции по Луне тянет, накрывает, но настолько все туманно, неопределенно, при этом человек понимает, что вы то помните все там какие-то, ну, знаете, как нюансы, какие-то между вами же были моменты скользкие, да, где-то, может, проявление этого человека очень некрасивое, где-то подлость, где-то эгоизм, где-то хотел, не хотел, боль вам человек принес, то человек прекрасно это понимает. Вы все помните, и из-за этого какой-то ясности в отношениях толком и нет. Вот как-то так, вот туман тянет, влечет. У кого-то прям, может, как зависимость какая-то. Но человек от этого закрывается, кстати. Он это всячески пытается скрыть, закрыть. Опять-таки эмоции к вам. Это, знаете, это как накрывает. Тут не буду говорить еще любовь. А накрывает, и человек до конца не может понять, а почему меня так тянет. Ну, как родная душа, да, но слишком много но. И сколько уже всего было, и как-то, может быть, были не очень красивые какие-то ситуации. Назад тут точно как будто бы не вернешь. Вот в том виде, в котором идеально хотелось бы эти отношения видеть, создать, может быть. Тут как будто бы уже напортачено, как-то так, вот такое какое-то что-то. Но человек закрывается максимально, как щитом. Так, ну а тут еще знаете, как может быть, вот тут вот эти вот можно карты прочитать в отношении вас, но любовь была, да, давайте так. Вот этот человек, мне кажется, любил вас 100%. А сейчас разбитое чувство, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. А вот впереди вот эта карта говорит о том, что, может быть, у человека приходит осознание того, что рядом с вами он себя так чувствовал. Ярким, наполненным, таким каким-то. Вполне возможно, и вас он видел тоже такой женщиной, яркой, красивой. Как будто, знаете, небеса вам дали этот шанс.
Да, могло все случиться, но, к сожалению, сейчас только разбитое это кровоточащее сердце. Так. Ой, как будто профукали какие-то шансы. Эмоции. У человека сейчас бумеранги летят. Вот там изначально выходило. И тут вот эмоции к вам, это говорит, я понимаю, это мне заслуженно. Это что? Это, скорее всего, у него как сердце разбито. Может понимать, что... еще знаете, как может думать, что настолько он какими-то то ли поступками, то ли вы как-то отношения вдвоем же, что это же двое эти отношения строят. Как будто бы не туда куда-то отношения пошли, и он вам мог сердце до такой степени разбить, что как будто бы очень глупо надеяться сейчас что-то выстроить новое. Может еще думать, что после того, какую боль вам принес, то вы по карте лед, вы свое сердечко замораживаете, его больше к себе не подпустите. И лед это же часто карта интеллекта, можно так считать, да, параллельно провести. То есть, что вы сейчас слишком умная, можете контролировать вполне свои эмоции и держать все под, с интеллектом все в порядке, да, учителя были хорошие. Тут как будто бы вы научились эти эмоции держать под контролем, и вы уже не нуждаетесь так в нем, как раньше. Вот это такое еще может считывать. Но опять тут качели у человека, ангел, демон. Тут опять, но в то же время материалка. Человек почему-то о материалке думает постоянно. Ну, в принципе, это неплохо, что он думает. Ну, карта линия. Вот циклам. Знаете, вы могли пострадать от каких-то хитрых поступков, от какой-то игры, почувствовать себя униженной, обесцененной, где-то как будто бы любовь предали, обесценили. Тут по карте Лилия это вполне возможно, вышли с чистым сердцем, с чистыми помыслами, а в отношении вас вот скрылась какая-то игра, хитрая лисичка, игра и унижение. Поэтому тут как будто логично, что вы сердце свое закрываете. У человека четкое есть понимание того, что вы ничего не забыли, у вас как будто бы, да, понимаешь, ранил, разбил это сердце, но при этом это он в отношении себя считает, что это ему бумеранги, как заслуженно сейчас летят за вас. Где-то закономерность какая-то прослеживается. Высокая ваша оценка, но человек особо не верит, что вы можете как будто бы то ли впустить в свою жизнь его заново, то ли что-то чистое, такое доброе, светлое, какое-то хорошее может, если вы возобновите отношения, сомневается очень, что возможно какие-то отношения такие, знаете, как с чистого листа. Похоже, не верит человек в это. То ли слишком больно было двоим, то ли как-то слишком какие-то, такие отношения были токсичные уже потом, как будто бы человек не верит, что можно создать опять заново вот какие-то такие чистые, добрые отношения, искренние, почему-то не верит. Так, спасибо огромное за то, что вы были со мной. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!